Представители знака зодиака Козерог. Козероги, мои дорогие, здравствуйте. Таро расклад. Ваше ближайшее будущее. Таро на неделю с 16 по 22 сентября. Давайте узнаем, какие подсказки карты. У нас сегодня две колоды. Первая колода поддержки патронажа ангелов, и вторая – это оракул ангелов. И мы на этой карте узнаем совет и откроем в конце нашего расклада. Какой совет вам даст оракул? Если мы говорим в целом о этой неделе, у нас 18 числа будет лунное затмение в Рыбах, и оно открывает коридор затмения осенний до 2 октября. И это такие своеобразные энергии. Рыба – это стертые границы, это когда многое непонятно, нет какой-то четкости. Но и у нас, кстати, находится Сатурн в Рыбах, мои дорогие, ваша планета-управитель. И поэтому вообще для земных знаков как раз зодиака это лунное затмение играет в плюс. Вы с чем-то можете за период коридора затмений определиться, чтобы к середине октября что-то знать. Но и вы находитесь, мои дорогие козероги, в какой-то атмосфере, можете, по крайней мере, когда какой-то царит хаос или у кого-то внезапная перемена, именно как настроение. И это будет тоже где-то оказывать на вас влияние. Может быть, и вам придется какое-то соломоново решение принимать или даже кого-то успокаивать. К вам могут обратиться за советом, потому что земные знаки, ну особенно где-то и вы более четко, правдоподобно, что немаловажно, видите какую-то ситуацию. Кому более подробно интересно, я оставлю ссылки в описании под видео. Перейдите в инфобокс. Вы найдете, как и ссылку на эту статью на моем сайте. Ну и планетарные гороскопы у меня на сайте есть. Оставлю ссылки к разным видео, к плейлистам. Переходите, читайте, смотрите. А мы идем вперед. Первая карта. Что важно знать, что для вас эта неделя? Чего не избежать или неожиданности, которые могут быть теоретически. Чему сейчас не время или какие энергии вам могут помешать? Что же вам будет помогать? Что скрыто? И по основным сферам жизни: дела, работа, бизнес, документы, учеба, все, что с этим связано. Финансы, энергия денег. В личной жизни какая энергетика? И, как обещала, совет от ангелов. Откроем, узнаем, что для моих любимых козерогов. Итак, что важно знать? Восьмерка мечей, обратите внимание, есть, о чем нам говорят, есть какая-то путаница. Ну вот, в принципе, я об этом говорила. Это не есть какая-то реальность. В остальных колодах карт это называется карта внутренних сомнений. То есть нужно увидеть какую-то реальность, не ставить перед собой каких-то табу или ограничений. И вот у нас в виде ограничения на этой карте как раз как бы забор из мечей. И вроде бы как холодно, одиноко. Есть какая-то ситуация, когда вы можете чувствовать, словно я один. Так вот, на предстоящей неделе, правда, люди больше будут заниматься сами собою. Или, знаете, у кого-то за счет планетарных даже вот таких транзитов настроение может резко меняться, и люди погружаются в свой эмоциональный мир. А от вас как раз потребуется хладнокровие и где-то не соскользнуть в эмоции человека, а видеть реальность какую-то. Вы же реалисты, мои дорогие. И эта карта еще нам говорит, ну, знаете, как о свободном арбитре или о том, который независимые суждения имеет или свой какой-то нейтральный взгляд на ту или иную ситуацию, когда человек не впадает в какие-то эмоции, может устранить любую путаницу. Он реалист великий. Или, может быть, конкретно есть те вопросы, которые вам придется решать посредством логики, рационализма, но никак не эмоций. В неожиданностях. Шикарно. Нечего добавить. И у нас здесь конкретно проходят какие-то ваши как решения или ваши мечты, мои дорогие, или ваши намерения, желания, то, что вы хотели осуществить. И счастье конкретно. Кроме всего прочего, девятка воды – это больше такая карта, ну, я называю девятку кубков как карта эгоиста. Но это когда у нас все хорошо,
когда мы можем многие вопросы по финансам как и уладить, и как будто еще и преувеличить. Вообще, это карта самодостаточного человека и сильной позиции, правда. Вот что-то подобное, то, что я говорила, вот такие энергии для вас могут преобладать. Но, значит, даже тот какой-то своеобразный хаос, который царит, и ведь, по сути дела, это хаос могут создавать люди именно из-за своего настроения. Но ваша сила, она такая беспрекословная, знаете, она в вашей твердой уверенности, в вашей практике, в вашем реализме. И, может быть, как раз вы можете свои позиции значительно улучшить, увеличить, или как раз ваши честолюбивые намерения поставить на более реальные рельсы, потому что в тот момент, когда все мечутся, очень важен та персона или та личность, которая здравомыслящая, когда умеет вот разделить зерна от плевел или в этом хаосе в каком-то разобраться. Но, в принципе, в неожиданностях может быть и получение само по себе денег, может быть той суммы, которая задерживалась. Чему сейчас не время? Ну вот как-то прожить нужно без грандиозных замыслов. Прекрасная карта. И, кстати, она дополняет где-то предыдущие карты значения. Это когда у нас сбываются все желания, все мечты наши, да, когда то, что мы себе задумали, как какую-то цель когда-то, может быть, поставили, или теперь у нас какие-то возможности открываются, но это у нас все произойдет, но не на этой неделе. Это карта расстояния, расстояние по времени. Или у кого-то карта напрямую говорит не в эту неделю куда-то далеко отправляться. Может быть и так. Но все же это старший аркан. Он как раз может говорить, что откладываются какие-то дела, или что-то может отчасти задерживаться, но от вас это не зависит, поскольку это старший аркан, значит есть опять же какие-то объективные причины. Не время, может быть, ставить какие-то, и знаете, ну, менять, допустим, направление, да, ведь это карта выбора направления, причем лет на 10, на 20. А нам говорят тут на этой неделе в контексте здесь и сейчас. Есть насущные проблемы или вопросы, темы, которые приходится решать. Поэтому, если мы говорим, ну, к примеру, о том, что вот то наше желание или наши цели, это очень важно, потому что мы должны это где-то в фокусе внимания держать. Но иногда к нам приходит то, что диктует наше сознание и какой-то момент именно. Ну вот, наверное, на этой неделе нужно сохранять как и собственные позиции и вот так аккуратно делать какие-то шаги вперед. Себе не навредить, может быть, мои дорогие. Вообще прекрасная карта. И что же вам помогает? И тем не менее, вот, видимо, этот период расставить все по местам. Десятка воздуха или десятка мечей. Время. Песочные часы. Что-то заканчивается. Время пришло завершить какой-то проект. Как я уже сказала и повторюсь, расставить все по местам. Да, это где-то сопряжено с вашим реализмом, с вашей практикой, с вашими намерениями, целями, но именно расставить по местам, не переключиться на что-то новое, да, и оно уже как будто есть, уже какая-то звезда вам сияет, мои дорогие. И иногда эта, кстати, карта может говорить, что вы будете точно кому-то либо помогать советом, к примеру, или к вам могут обратиться, мои дорогие, за помощью. И вы кому-то можете, кстати, отказать из тех персонажей, которые достаточно долго пользовались вашим расположением или буквально вашей помощью, или вы, может быть, кому-то доверяли, а здесь вот тоже что-то произойдет, вот эта путаница, какое-то придет вам, может быть, известие. Или, кстати, у нас за период лунного затмения и вообще коридора затмения мы можем узнать какую-то тайну, и вы можете как раз завершить что-то. Именно потому, что все встает на свои места. И поэтому, какова бы ни была новость, она зачем-то к нам пришла. И в этот период нам, словно судьба, пространство, вселенная, может возвращать людей или ситуации, которые были когда-то прежде. И поэтому зачем-то этот человек пришел или вернулся. Или пусть это будет связано с новыми какими-то людьми, личностями. Но значит, они им еще предстоит какую-то роль в нашей жизни сыграть. Но быть практиком, быть реалистом. Но действительно,
Это как освобождение. Тут конкретно прописано освобождение от того, что наносное, от того, что ненужное. И, скорее всего, вот эти энергии вам помогают. И, мои дорогие козероги, я делаю вывод из всех вот этих карт выпавших, что у вас сейчас на этой неделе приоритет должен быть в том, чтобы именно какую-то историю завершить или какую-то тему, расставить все точки над «и» перед тем, как раз вы совершите квантовый скачок в будущее. Чтобы потом вас ничто не тянуло назад или не создавало вам препятствий. Поэтому, делайте какие-то выводы, и вам словно груз с плечей, или какой-то груз забот, или, может быть, это как ваши какие-то ожидания, или, мои дорогие козероги, какие-то ваши ненужные вам обязанности. Что скрыто? Да, вот интересно, 7 мечей, и у нас 2 человека, 2 ребенка, мальчик и девочка, показаны на этой карте, и мы, конечно, можем находиться в любой позиции. С одной стороны, кстати, вот если какая-то была конфронтация, все же 7 воздуха в этой колоде карт предполагает, что мы можем помириться или совершить искренние разговоры. И если правда, словно по судьбе какие-то отношения или какая-то тема для вас, поверьте, если она может быть продолжена, значит и какой-то компромисс у вас вполне может быть. Но, тем не менее, вы можете столкнуться и с тем человеком, или сделать вот правильные выводы. Мы ведь с вами говорили все же о том, что может открыться тайна. И вот эти вот 2 детей, которые показаны на карте. Девочка, свернувшись калачиком, вот так ей как будто холодно и одиноко. Она спит на скамейке. И поставила возле себя, вот так, как воин, хоть маленькая, но она в душе воин, поставила меч наготове. А мальчик, пока девочка спит, у него не хватило решимости, у него не хватило духа, наверное, подойти и поговорить с девочкой или признать свои ошибки, что я был неправ. Но мы видим, что у девочки 2 яблока в корзинке, а у мальчика почему-то 5. То есть какая-то манипуляция или была какая-то хитрость, и, может быть, на что-то он повелся. И здесь вопрос цена и ценности. Так вот, захотелось мальчику иметь больше яблок, но, видимо, он делает выводы о том, что нет, ценность как дружба, а отнюдь не яблоки. Но у него не хватает духу подойти или признать свои собственные ошибки. И он это делает, пока девочка спит. Как отреагирует девочка, неизвестно. Но ангел, как будто изображенный на карте, уже, как я сказала, говорит нам о том, что да, мы можем этот компромисс. Все зависит от того, в какой плоскости находится вопрос. Вот компромисс мы этот можем совершить, если действительно какая-то история может быть продолжена. Или нам будут что-то, может быть, как объяснять, и мы примем эту точку зрения. Но вам придется быть несколько, с одной стороны, как и аккуратней, с другой стороны, гибче. Вы можете совершить откровенные разговоры на ту тему, если вас что-то беспокоит, и устранить какие-то препятствия, к примеру. Но не гарантирует эта карта стопроцентного успеха, безусловно. Но, тем не менее, даже если какая-то история, она как будто у вас должна не вами быть додумана, а вами определена, что же есть в реальности. И если даже так сложилось, что вы хотите одного, а человек хочет другого, но вот этот компромисс вы не можете достичь, то все равно нужно делать выводы и идти дальше. Как ни крути, у вас звезда все-таки выпадает, и у вас период даже планетарно, он очень добрый, позитивный и именно с каким-то продолжением. Поэтому вот то, что может служить вашему прогрессу или осуществлению вашей цели, это следует продолжать. Ну, а то, что нет, значит в чем-то поставить точку. И здесь, повторюсь, у каждого по-своему будет позиция. Еще одна карта добавляет как раз карта Возрождения, 20-й старший аркан, Страшный суд. И когда у нас, может быть, мы сталкиваемся с какими-то сложными эмоциями, с переживанием, или была какая-то история, которая длилась долго, и
Сколько мы не предпринимали каких-то попыток, а вот все равно как-то из нуля в рогожечку что-то не получалось. И здесь теперь это у нас выпадает на дела, на работу, на бизнес, у кого-то учеба, документы. Значит, будут какие-то совершенно новые возможности. И от вас потребуется совершенно новая какая-то концепция действий. Ведь это карта возрождения и избавления от боли, от страданий. Вот у кого-то, правда, избавление от боли, от страданий. Но для вас вот что важно знать? Именно прояснить вот эту путаницу и конфуз, и уже принять ту правду, которая есть. Не закрывать на что-то глаза. И причем это сделать в таких спокойных энергиях. И десятка мечей или десятка воздуха мы закрываем в прошлое дверь. Вот вам как-то красиво нужно закрыть в прошлое дверь и переключиться на что-то другое. И действовать вам, скорее всего, ну, как научиться не в прежнем шаблоне, а как-то совершенно иначе. У вас такие серьезные старшие арканы выпадают. Что по денежкам? И еще один старший аркан. И несмотря на то, что нам сказали, деньги есть, деньги будут. Карта самодостаточности, вот именно одна из лучших колод в колоде на деньги, на финансы. А у вас выпадает, посмотрите, отшельник. И это 9-й аркан. А 9, если мы по нумерологии, это всегда преддверие перемен. Это порог. Вот, может быть, поэтому вам и говорят по карте звезда, что ну не время пока сиять, как звезда. Не время, кстати, кому-то что-то доказывать. Тут время делать выводы, мои дорогие козероги. Слушать оппонентов, принимать, где-то сравнивая, что реалистично, что нет, какие-то предложения, да, или от чего-то отказываться, опять же. Но если мы про деньги, то точно не про траты, хоть и деньги будут. Здесь ваш какой-то как духовный путь или как цель, намерение, и вам нужно что-то определить. И все же отшельник, он идет сам по себе. Я люблю эту карту за то, что никто не мешает. Поэтому какой-то финансовый проект вам как будто не будет помех. Но и я не могу сказать, даже если вы получаете крупную сумму денег, не время вот достать из кармана. Кому-то помогать, вот прямо скажу. Или как-то рассредоточить эти финансовые средства. Отшельник, ведь это дервиш. Он идет, ему как будто много не нужно, потому что для него что-то более духовное, что-то более важное имеет смысл. Он не думает сейчас о накоплении, но и как совет мы можем воспринимать деньги не тратим, даже несмотря на то, что как бы и деньги-то они у вас есть. Есть какая-то идея, но, видимо, на этой неделе именно закрыть вопросы, в очередной раз повторяюсь, те, которые вас, чтобы не тянули назад. Ведь это тоже где-то карта будущего, когда рассчитывать нужно на себя. И если нам говорит девятка о перемен, мы не знаем, с чем или с какой ситуацией мы столкнемся завтра. Может быть, мы себя поблагодарим, что мы где-то были более прижимистыми, сохранили свои финансы. Не должно быть какого-то финансового минуса, и вы на пороге больших перемен, мои дорогие. Что в личной жизни? У вас очень серьезные карты. Это 13-й старший аркан, и в банальной колоде или в обычных колодах чаще всего это звучит как аркан смерть. И я надеюсь, все правильно понимают, что это не про смерть. И здесь нам конкретно снова об окончании. И здесь у нас прописано окончание, и здесь. И поэтому, правда, может быть, нам что-то и больно дорого терять, но сложилась реальная обстановка, и эту реальность нужно принять. Повторюсь, конфуз, путаница, какая-то чехарда, абракадабра, она на этой неделе должна быть максимально прояснена. И даже если мы с учетом семерки воздуха принимаем какое-то решение или чью-то позицию, ее тоже следует принять. Не доказывать, не пытаться реанимировать что-то не имеет как будто смысла. И этот аркан нам конкретно говорит: отпускай. И нам показан ангел, а он держит на руках птицу Феникс. Вам возродиться нужно, как птица Феникс. И, кстати, если мы говорим о 20-м старшем аркане, о том, что нет как будто прошлого. Вот словно представьте, вы находитесь действительно на пороге изменений в вашей жизни, в вашей судьбе, и перед вами великие свершения. И значит,
Если какая-то личная жизнь не сложилась, ну дай бог с ним, что-то другое вас ждет. Если у вас сейчас в паре все хорошо, значит, это будут перемены, которые будут касаться вашей семьи. Может быть, есть какая-то тема в вашей семье, ну, тоже нужно вот отпустить, не пытаться, опять же, что-то переделать или на чем-то настаивать. Ведь всегда это еще карта трансформации и карта освобождения, освобождения от какого-то груза забот, как и от разочарований, от каких-то прежних ошибок или от того, что вы не можете взять в будущее. И если мы говорим о Фениксе, он восстает из пепла. То есть это словно, есть такая фраза, для того, чтобы оттолкнуться, нужно коснуться дна. И я понимаю, меня смотрят люди из разных стран. Значит, это словно по судьбе мы были вынуждены столкнуться с какой-то, возможно, разрушающей ситуацией, чтобы в корне изменили свою жизнь, оттолкнулись от этого дна или буквально возродились из пепла. Как-то у вас все серьезно, поэтому будьте реалистами. Давайте мы... Какой же совет? Вы знаете, значит, какой-то вопрос вам нужно прояснить более ясно. Но карта еще также говорит, ты как бы изъясняйся, чтобы людям было более понятно. В конечном итоге эта карта нам говорит о том, что вот правда, она должна быть прояснена. И то, что есть в вашей реальности, это основа всего. Это то, от чего вы оттолкнетесь. Или это то, на чем вы построите свое счастье. И даже если для кого-то сейчас это кажется сплошным минусом или каким-то, ну, как омутом, мои дорогие, или бездонным колодцем, да, вот первая карта, и последняя, как завершение какое-то, примите, что, ну да, вам пришлось пройти какую-то непростую дорогу, но теперь уже все, это заканчивается. И не возвращайтесь в прошлое, то, которое вас ранит, вот конкретно так. Пусть нам дадут еще один совет. Вот верь во что-то, верь в себя, верь в свою мечту. И здесь как будто божественный свет благословляет вас осуществить какую-то миссию. Верьте в свои возможности, мои дорогие. И нам все карты об этом как раз говорят. Но вот это возрождение, оно у вас проходит, может быть, не только эту неделю. У вас много старших арканов, повторюсь, и они проигрываются чаще недели 3. Поэтому какая-то концепция, как минимум, за период вот этого коридора затмений, но и еще для вас, для знаков зодиака, стихии Земли, в принципе, осенний период. И я бы даже сказала, с учетом Урана в Тельце. Телец как раз олицетворяет благополучие, это, как и вы, земной знак. И сейчас Уран, опять же, в ретро-движении, и он выйдет из ретро-движения в прямое и продолжит оставаться в Тельце аж 30 января. Поэтому, может быть, какая-то история идет даже в растяжку. Но в конечном итоге кто-то даже из вас вот этот квантовый скачок может сделать уже в феврале. Поэтому для вас вот эта вера в самого себя, она будет очень важна. Перекладывайте на себя, мои дорогие козероги, и будьте счастливы, будьте любимы всегда.